Sen mi büyüksen ben mi büyüğüm ulan? Allah'ıma kafanıza basacağım lan! Karın olmamı istiyorsa Melek'le boşanmadan olmaz. Ben kararımı verdim. Bugün bunu işleme koyuyorum. Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте посмотрим, что произойдет в новой серии. Что случится после того, как Мелек застанет Серхата и Йылдыз в постели? Расскажет ли Серхат Мелек и Султану Ханем, что теперь хочет быть с Йылдыз? Расскажет ли Мелек Серхату о ребенке? Что произойдет, когда Серхат выступит против насилия, которое Султан Ханем проявляет по отношению к Йылдыз? Почему Йылдырим, сын старого друга Зияна Аги, расследует дело Йылдыз? Почему Акиф приходит в магазин Хикрана и направляет на нее пистолет? Почему Серхат назначает Акифа своим заместителем в управлении? Будет ли этого назначения достаточно, чтобы подавить амбиции Акифа? Почему Акиф заставляет Ашир целовать ему руку? Почему Ашир сходит с ума от гнева? Что скажет Серхат, когда Йылдыз скажет Серхату: «Если ты хочешь, чтобы я была твоей женой, ты должен развестись с Мелек»? Что сделает Мелек, когда Серхат скажет ей, что принял окончательное решение о разводе и начал оформление документов? Приведет ли вся эта печаль к выкидышу у Мелек? Все это и многое другое в этом видео. Если вы хотите, чтобы Серхат развелся с Мелек и женился на Йылдыз, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу. Приятного просмотра. Влияние событий в этом эпизоде не ограничится мимолетной конфронтацией. Момент, когда Мелек застанет Серхата и Йылдыз в постели, потрясет особняк до основания и откроет раны в жизни каждого, которые останутся надолго. Эта сцена лишит Мелек не только мужа, но и семьи, о которой она мечтала, чувства безопасности и надежд на будущее. Шок вызовет мощный крах во внутреннем мире Мелек. Сначала она застынет на месте, затем гнев, стыд и унижение смешаются воедино. Эта травма полностью изменит отношение Мелек к Серхату, и ничто уже никогда не будет прежним. После этого нападения Серхат поймет, что ему больше негде спрятаться, и окажется в еще более безвыходном положении. Боль в глазах Мелек и ее желание поддержать Йылдыз заставят Серхата принять трудное решение. С этого момента Серхат скажет Мелек и Султану Ханем, что хочет быть с Йылдыз, слова, которые вызовут настоящий шок в особняке. Султан Ханем поймет, что ее сын вышел из-под контроля, и объявит Йылдыз своим заклятым врагом. Первая открытая защита Йылдыз со стороны матери еще больше усугубит раскол между матерью и сыном. Тем временем для Мелек начнется настоящее испытание. Пытаясь смириться с пережитым предательством, Мелек также столкнется с серьезной дилеммой, касающейся ребенка в ее утробе. Мелек будет разрываться между тем, чтобы сказать Серхату о своей беременности или не говорить ему. Она боится, что раскрытие секрета может заставить Серхата бросить Йылдыз, но если она не скажет ему, то почувствует себя совершенно одинокой со своим ребенком. Эта нерешительность еще больше подорвет психику Мелек, и внутри нее начнется тихий коллапс. Давление и насилие со стороны Султанши Ханем по отношению к Йылдыз будут усиливаться. Султанша Ханем сделает все возможное, чтобы выгнать Йылдыз из особняка и разлучить ее с Серхатом. Однако на этот раз Серхат не будет молчать, он будет решительно противостоять действиям своей матери по отношению к Йылдыз, и это сопротивление еще больше разозлит Султаншу Ханем. Для Султанши Ханем эта ситуация перестанет быть просто делом невестки, она превратится в борьбу за власть, в которой она почувствует, что ее сын ускользает от нее. Тем временем расследование Йылдырима, сына старого друга Зияна Аги, откроет новую главу, которая изменит ход событий. Любопытство Йылдырима к Йылдыз не будет случайным, тайны прошлого Йылдыз постепенно начнут раскрываться. Информация, полученная Йылдыримом, сделает присутствие Йылдыз в особняке еще более спорным и даст Султанше Ханем новое оправдание ее войне против Йылдыз. Тем временем на стороне Акифа произойдет темный всплеск. Прибытие Акифа в лавку Хикрана с направленным на него пистолетом покажет, что он достиг предела безжалостности.
Назначение Акифа своим заместителем, как кажется, временно подавляет амбиции Акифа, но эта власть только усилит его желание. Акиф не будет доволен ролью заместителя и будет искать способы стать постоянной фигурой у власти. Его поступок, когда Ашир целует ему руку, будет означать открытое заявление Акифа о том, кому он бросает вызов, и этот шаг приведет Ашира в ярость. Ашир почувствует, что его честь задета, и этот гнев проложит путь к необратимым конфликтам в последующих сериях. Четкое требование Йылдыз о разводе Серхата с Мелек заставит его разрываться между совестью и желаниями. Когда Серхат под этим давлением примет твердое решение и начнет оформление развода, для Мелек все станет еще мрачнее. Мелек почувствует себя совершенно брошенной этим решением, и боль, которую она испытает, сломит ее как морально, так и физически. Этот сильный стресс, бессонница и психологическое давление серьезно поставят под угрозу беременность Мелек. Глубокое горе Мелек будет с каждым днем увеличивать вероятность выкидыша. Пытаясь сохранить ребенка, Мелек также будет наблюдать, как внимание Серхата переключается на Йылдыз. Серхат тем временем начнет сталкиваться с последствиями своего решения, и его чувство вины будет расти, когда он станет свидетелем опустошения Мелек. Однако этого раскаяния будет недостаточно, чтобы все исправить. В заключение этот эпизод ознаменует начало периода, когда судьбы персонажей резко расходятся, а отношения безвозвратно разрушаются. Опустошение Мелек, решение Серхата, требования Йылдыз, стремление султана Ханыма к контролю и нарастающая тьма Акифа приведут историю к гораздо более суровой и драматичной точке. Каждый шаг, сделанный с этого момента, откроет дверь к новой и мучительной судьбе, особенно той, которая будет предопределена ребенком Мелика. На этом завершается еще один анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.